Приключение Ричарда началось с того момента, когда он решил подзаработать денег. Речь шла не о маленькой сумме, а о 100 тысячах долларах. Такую сумму предлагало Нью-Йоркское зоологическое сообщество человеку за поимку анаконды. Ричард подумал, что за такие деньги стоило поймать удачу за хвост. И мужчина начал готовиться к походу в Южную Америку. Он просмотрел множество видеоблогов и прочитал кучу информации, в которых давали советы, как вести себя при встрече с анакондой. Он был уверен, что хорошо подготовился и был готов к встрече со змеей. Ричард собрал сумку и отправился в экспедицию. Но что-то пошло не так, как он планировал, из охотника он превратился в жертву. Анаконда обитает в рукавах рек и неглубоких озерах. Там она и охотится на свою добычу. Ричард взял в аренду лодку, но судно оказалось старым и ненадежным, весло сломалось, а обломки порезали кисть. Мужчина не придумал ничего умнее, как опустить окровавленную руку в воду, и как оказалось зря. Рука сразу стала обедом для пираньи, за пару секунд Харрис лишился 2 пальцев. От ужаса паники он раскачал лодку, которая впоследствии перевернулась. К счастью, на сушу ему удалось выбраться невредимым. Ричард был уверен, что все ужасы оказались позади, но это оказалось только началом. Надо же было так случиться, что огромная анаконда, за которой охотился мужчина, оказалась прямо у него над головой на дереве. Змея пошла в атаку первой, и тут Ричард решил воспользоваться советом одного блогера. Там рассказывалось, что надо притвориться мертвым, а когда змея начнет заглатывать твои ноги, то ударить ее острым предметом по голове. Дать такой совет, видимо, мог человек, который никогда не встречался лицом к лицу со змеей. Оказалось, что Ричард потерял нож, тут он понял, что анаконда перемолотит его как зерна. Обычно анаконда обвивает свою жертву и душит ее до потери пульса. В этот раз змея решила, что ее жертва полностью подавлена, и решила съесть свой ужин полностью живьем. Мужчина сопротивлялся как только мог, но вскоре почти полностью оказался в желудке змеи, а потом потерял сознание от потери кислорода. Когда Ричард пришел в чувство в джунглях, уже была ночь. Он осмотрел свое тело и был удивлен, что он почти цел, кроме ожогов от желудочного сока змеи на его теле ничего не было. Но кто же стал его спасителем? На месте он обнаружил множество кошачьих следов. По-видимому, анаконда подверглась атаке пантеры, и ей ничего не оставалось, как выплюнуть проглоченную жертву, чтобы спастись самой. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.